Представляете, еду сейчас на ферму и вот увидела в природе первый раз черного лебедя в естественной природе. Вы можете представить? И мне кажется, вот там у него... нет, это уточки. А что же он там делает один? Черный одинокий лебедь. Ребята, ну вы просто посмотрите. Невероятная красота. Там еще какие-то птички сидят. Но этот лебедь, он просто невероятный. Просто невероятный. И вот вокруг него я вижу, там плавают какие-то птички. Уточки в смысле. Или это все-таки... Это была черепаха рядом с ним, вы представляете? Ну это просто сказка. Вот черепаха сидела на этой коряге. Вон она там ныряет. И вела беседу с черным лебедем. А вы говорите, сказок не существует. Они вот просто... Вот просто вокруг нас эти сказки. Нужно только их увидеть. Нет, это еще какая-то вот птичка. Не могу приблизить камеру ближе. Да, вообще нужна какая-то профессиональная камера, наверное. Как потрясающе красиво. Надо сюда будет как-нибудь прийти, если это не частная территория. Вау. Доброе утро, мои любимые подписчики. Солнышко уже высоко, хотя всего 7:30 утра. Природа просыпается. Конь на пастбище. Коровки пасутся. Утренний туман еще не рассеялся. Первый урожай собран. Это собрали здесь, как это называется, овес, да. Овес. Птицы подъедают то, что осталось. Сегодня много работы. Увидимся попозже. Ребята, купила эти полку одну металлическую. Ее надо собрать. Инструкция, ну, наипростейшая. Ну, понять я ни хрена ничего не могу. Ой. А что делать? Начнем. Ой, меня не видно, но как я тут это все собираю, это еще отдельная история.
Так, каркас еще не готов, ребята, но я вижу, что мне надо закрепить вот эти штуки. Ну как вам, ребята, эти звуки? В общем, это свадьба этих какаду, попугаи. Попугаи так кричат. Представляете, вот такие соседи, когда у вас на деревьях на всех живут. И они просто вон стаями летят. Стаи какаду. И это все какаду. Можете представить? Так, и что за банда? Меня окружают. Ё-моё! Вас ветка не выдерживает уже. Видели? Падение попугаев какаду с ветки. Ребята, вы не рассчитали. Видите вот того какаду? У него хохолка нету. Знаете почему? Потому что он старенький. И старенький какаду теряет свой хохолок. Так же, как и мужчины. Лысина. Лысина. И летает он, не летает сильно. Я вам как-то озвучивала, тут показывала утро в деревне. А это вечер. Скоро закат. Ну, вот лимоны у нас растут. Смотрите, целое лимонное дерево. Скоро вот лимончики будут. Вот. А это дерево инжира. Вот оно немножко приболело. Но, кажется, тут что-то все равно намечается. Намечается. Да. Вроде будет инжир в этом году. Надо полить деревья. Поле убрали. Вот. Я вам как-то уже его показывала. Вот. И оставили там эти семена. Вот, посмотрите, тут у нас целое обеденный стол. Обеденный стол для какаду, пожалуйста. Хочу здесь пройти, боюсь, знаете, сейчас это весна в Австралии, змеи у нас. По этим колючкам идти не очень. А я в шлепках. Как вам показать поближе? Камера уже не увеличивает. Это, так сказать, это на ужин. Все какаду на ужин. Видели, как какаду ужинают? Вот. Пожалуйста. Ну, немножко сейчас я их побеспокою. Специально для моих любимых подписчиков. Ужин
какаду состоит вот из семян, которые остались на поле. А там кто летит? А вон там у нас черная птичка. Это ибис. Ибис тоже семена кушает. Так, интересно, они на меня нападут? Здесь. Так, сейчас борозду найду. Борозда какая большая. Сейчас, небось, скажут, что тебе надо тут вот. Едим, никого не трогаем. Не, ну интересно же. Видите, вот эти вот что они хотят-то? Ой, вот. Вот семена. Зерно. Вот такая тут кормовая база. Красиво, закат. И вот так каждый день, ребята. Каждый день. Такие у нас соседи. Ну и, соответственно, мышей тут полно. Так, закат. Пора возвращаться домой. В Австралии солнце быстро садится. Сейчас 15 минут и наступит темнота. Мне еще надо поделать дела.